Коломбина Гипоселения, известная также как Лунная Дева, и бывший член Фатуй, является богиней Луны, почитаемой детьми Морозной Луны в Нот-Край. Она родилась около 500 лет назад на острове Хииси. Ее появление произошло в святилище из соединения первородной воды и кувяки в исполнении пророчества о новой богине Морозной Луны. Сама Коломбина почти не помнит своего рождения. В памяти осталась лишь песня, колыбельная, которую она напевала, не зная, откуда она пришла. После рождения она осталась среди детей Морозной Луны под именем Кутар. Ее почитали как божество, но не воспринимали как личность. От нее ожидали силы, защиты и исполнения молитв. Просьбы становились требовательными, заботы о ней самой не было. Со временем Коломбина поняла, что не может соответствовать этим ожиданиям, и ушла. Она отправилась в Снежную и присоединилась к Фатуй. Царица предложила ей второй дом. Там она получила имя Коломбина и стала третьей из 11 предвестников. Ее не отправляли за сердцами богов. Ее держали рядом из-за ее силы лунной богини. Она помогала Доторе в исследованиях Кувяки, но вскоре ощутила его враждебные намерения и начала избегать его. Когда она спрашивала о своей роли, ей отвечали, что время еще не пришло. Среди предвестников у нее были ровные отношения. Она общалась с Андроне, Арлекино и Синьорой, участвовала в чаепитиях, но многие относились к ней настороженно. Со временем Коломбина поняла, что Фатуй, как и дети Морозной Луны, ранее ценят не ее, а ее силу. Выполнив задание царицы, которая почти полностью лишила ее божественной силы, она решила, что больше не связана с Фатуй, и ушла. Она вернулась на остров Хииси и укрылась в серебряном лунном зале, чтобы восстановиться. Фатуи издали эдикт, приказ о ее возвращении любой ценой. Но ее бывшие коллеги не проявили к этому особого интереса. В ее убежище ее нашел путешественник. Со временем между ними возникло доверие. Она помогла ему восстановить воспоминания и информацию о Рери, лунном мстителе. Когда Рери напал, Коломбина телепортировала путешественника и его спутников, спасая их от гибели. Однако ее собственное существование ослабло, Тейват отторгал ее природу. Позже Рерир атаковал вновь. Даже с союзниками они не могли ему противостоять. С помощью Арлекина Коломбина использовала лунный светоч и временно восстановила силу до уровня предвестника. Этого все равно было недостаточно. Рерир был изгнан из Тейвата с помощью алхимического плана Альбеда и вмешательства Дайнслейфа. После этого Коломбина начала стремительно исчезать. Она надеялась дожить до ночи лунной молитвы, чтобы вернуться за пределы ложного неба, но ее форма стала нестабильной. Когда она почти исчезла, путешественник сумел вернуть ее, назвав по имени. Тогда она приняла имя Коломбина Гипоселения как свое истинное. Во время фестиваля появился Доторе. Он остановил время и попытался использовать ее силу. Чтобы лишить его этой возможности, Коломбина добровольно шагнула в лунные врата, так как она оказалась в лунном отражении, где время течет вспять. Там она встретила 3 лунных сестер, заточенных Нибелунгом. Они передали ей свои полномочия. Так Коломбина стала трилунной богиней, носительницей власти 3 лун. С помощью вычислений Сандроны и поддержки друзей она вернулась в настоящее. В решающей битве Коломбина и ее союзники победили Доторе. Царица отменила эдикт, Коломбина получила свободу. Она решила вновь жить среди детей Морозной Луны, не как объект поклонения, а как часть мира. Часть своей силы она отдала, чтобы восстановить естественный поток Кувяки. Она поняла, быть богиней не значит владеть, это значит защищать. Теперь Коломбина учится жить среди людей, ошибаться, исправляться, принимать заботу. Она открывает глаза и видит мир таким, какой он есть, и понимает, что дом – это не титул и не роль.
Дом — это принятие, свобода и связь с тем, кто рядом. Колумбина — гипоселение, триумная богиня и та, кто наконец нашла свой дом под луной. После этого Колумбина стала замечать, что мир Тейвата реагирует на нее иначе. Раньше люди видели в ней либо богиню, либо предвестницу Фатуи. Теперь все чаще просто девушку, которая живет рядом с ними. Ее это не раздражало и не радовало, это казалось правильным. Колумбина постепенно начала открывать для себя обычные вещи. Она по-прежнему не любила пить кофе. Горький вкус казался ей слишком резким. Но запах свежесваренного кофе она находила странно приятным. Иногда она останавливалась возле кафе и просто слушала шум голосов, звон чашек и движения людей. Это было похоже на музыку, но не на ту, что звучит в лунном дворце. Это была музыка живого мира. Сандроне часто замечала это. «Ты опять стоишь и ничего не делаешь?» – спрашивала она. Колумбина отвечала не сразу. «Я слушаю», – говорила она. Сандроне не понимала, что именно можно слушать в шуме улиц, но больше не задавала вопросов. Иногда Колумбина открывала глаза полностью. Она смотрела на небо. Звезды все еще казались ей ложными. Но теперь это уже не вызывало боли. Она поняла, что ложь не всегда разрушает. Иногда она просто часть структуры мира. И если невозможно убрать ложь целиком, можно научиться жить рядом с ней. Ее созвездие больше не было похоже на созвездие других людей. У нее не было звезд, только фазы Луны. Новолуние, первая четверть, полнолуние, убывающая луна. Каждая фаза отражала не судьбу, а состояние. Колумбина заметила, что в моменты новолуния ее мысли становятся тише. В полнолуние, наоборот, она чувствовала связь с миром сильнее, чем когда-либо. Иногда ей казалось, что она слышит небо. Не голоса, не слова, а ритм. Однажды путешественник спросил ее: «Ты все еще ищешь истину?» Колумбина долго молчала. «Раньше я думала, что истина где-то за небом», — сказала она. «Теперь я думаю, что она здесь». «Тогда почему ты все еще закрываешь глаза?» Колумбина ответила не сразу. «Потому что, когда я закрываю глаза, мир перестает требовать, чтобы я была кем-то». Со временем Колумбина поняла, что больше не хочет быть символом Луны. Она не хочет, чтобы ее имя произносили как молитву, и не хотела, чтобы ее боялись. Она хотела, чтобы ее воспринимали как часть мира. Иногда ночью она возвращалась туда, где впервые почувствовала себя дома. Туда, где живут дети Морозной Луны. Она не говорила им, как жить, не давала пророчеств. Она просто сидела рядом и слушала, как мир дышит под луной. Колумбина больше не задавалась вопросом, почему я родилась. Она поняла, что ответ не обязателен. Иногда достаточно просто существовать. Под луной, в мире, который она больше не отвергала. И возможно, именно это и было тем самым смыслом, который она искала с самого начала. В завершении стоит упомянуть несколько деталей, которые помогают лучше понять Колумбину как персонажа. Колумбина не любит пить кофе, горький вкус ей неприятен. Однако запах свежесваренного кофе ей нравится. Считается, что именно Сандроне познакомила ее с этим напитком. Это хорошо отражает характер Колумбины. Она часто принимает мир не через прямой опыт, а через ощущение и восприятие. До завершения задания архонтов в профиле Колумбины источники ее гидросилы и созвездия были обозначены как неизвестное. После завершения этого акта они раскрываются. Это подчеркивает момент принятия ей своей истинной природы. До этих событий Колумбина держала глаза закрытыми. Она прямо говорила, что не хочет видеть мир, построенный на лжи и фальши. Вместо зрения она использовала кувяки для восприятия окружающего пространства. Этот способ восприятия в ряде ситуаций даже превосходит обычное зрение. Например, позволяя находить скрытые механизмы. При этом остается не до конца ясно, почему Арлекино неоднократно удавалось подкрадываться к ней незаметно. Возможно, чувство кувяки не всегда активно. Мелодия, которую Колумбина напевает в ролике A Winter Night Lazo, является вариацией темы
Крисалис Супири и Сальтатио Фавилай. Обе эти композиции звучат во время битвы с Синьорой в Тенсюкаку на острове Наруками. Это создает музыкальную связь между Коломбиной, Фатуй и трагическими событиями прошлого. Головной убор Коломбины напоминает крылья ангела, а именно Серафима. Узор на ее маске и повязке на голове визуально схож с орнаментами в основании фей. Эти детали подчеркивают ее связь с древними и доархонскими структурами мира. Если игрок владеет Коломбиной, ее образ заменяет безымянную лунную деву в эффекте благословения полой луны. Кроме того, Коломбина – первый персонаж в игре, чье созвездие не состоит из звезд. Вместо этого оно отображает фазы луны. У Коломбины множество имен и титулов. Среди них Кутар – имя при рождении, лунная богиня, богиня морозной луны, трилунная богиня, богиня благословленная луной, лунная дева, Коломбина, кодовое имя Фатуй, и третье из 11 предвестников. Имя Коломбина происходит из итальянской комедии Дель Арте. Там Коломбина – персонаж, который часто является единственным по-настоящему разумным действующим лицом. Имя Кутара отсылает к финской богине Луны, владычице лунного золота и покровительнице новолуния. Эпитет гипоселения происходит из древнегреческого языка и означает «под луной» или «рожденная под луной». Сама Коломбина трактует это имя именно так. Первым, что она услышала, была песня колыбельная, начало истории и ее конец. Все эти детали складываются в образ персонажа, для которого Луна не символ власти, а способ чувствовать мир. И, возможно, именно поэтому Коломбина остается одной из самых необычных фигур в истории Тейвата.